Итак, всем привет. У нас идет второй день. Второй день попытки сделать что-то полезное. Вчера ночью у меня получилось хотя бы стабилизировать приложение. По крайней мере, оно начало что-то там показывать. Но проблема в том, что в отличие от седьмой версии на V0 Dev, у нас почему-то идет не автоматическое обновление. То есть данные обновляются не в онлайне. Я пока не знаю, с чем это связано, но сейчас попробуем разобраться. Так, итак. Так, ну сегодня что-то как-то побыстрее вроде бы все загружается, но посмотрим. Так, что у нас на порте висит? Пока ничего. Но самое-то интересное то, что вот у нас рабочая седьмая версия на V0 Dev. И работает она вполне себе нормально. Так, у нас в 17:50 была ликвидация, 64 тысячи, но почему-то не отразилось. Ладно, сейчас посмотрим, может быть. Ну да ладно, не суть. Главное, что сделки летят, сделки видны, это хорошо. Давайте попробуем вернуться к истории, раз уж пошло такое дело. Попробуем починить 10-ю версию. Оп. И заодно, что у нас здесь? Так, надо перезагрузить. Ну, давайте перезагрузимся. Сейчас посмотрим. У нас в 3 часа ночи обновился наш лимит на Визиру Dev. И опа! Смотрите, что-то происходит. И мы сегодня можем опять собирать. Так. У нас что-то рабочее. Вот, видите, у нас в чем проблематика. Это вот с чем вчера он перестал показывать многое. Да. Давайте так и напишем. Вот WebSocket. У нас проблема. Ждем обновления системы на CodeSpace. Напомню, мы вчера кое-что сделали в Квене, да, а именно вот эту вот картиночку.
картинку приложения. Сейчас. Пам-пам-пам. А именно как она выглядит, да? Вот, то есть у нас вот есть какой-то набросок. И мы попробуем этот набросок, в том числе, если у нас хватит сегодня. Так, ну и чего? У нас опять... блин, какая-то фигня. Что с тобой не так? Сейчас посмотрим. Может быть, он... Может быть, он хватает не то. Ладно, не суть. Видите, все что-то начинают подтупливать в какой-то момент. Здесь что у нас? М, Ну, типа, все ок. А у нас новый день, да, мы не знаем, что делать. Так, и давайте-ка мы вот здесь создадим еще один документик. Я что-то вчера... Ага, сейчас найдем. Так, это не здесь. Ой, что закрыл. Оп. Это не здесь. Это у нас, скорее всего, вот он был. Вот она. Use так. Нет. Самый прикол этих промптов в том, что потом мы можем их запихнуть как agentic workflow, да, то есть каждый этот промпт сделать, присвоить ему персону и назначить вызов в нужный момент и в целом немножко автоматизировать некий процесс. То есть у нас сейчас какая задача? У нас есть в каком-то состоянии наше приложение. Мы не хотим... Вчера мы знали, что оно кое-как работает, неплохо, хорошо. Но нам надо идти в новый чат. Да, в новый чат. Соответственно, мы берем, жмем plan, да, и нам надо как бы... Вот тут вопрос. Нам надо что? Нам надо что? Нам надо что? Одно дело мы запустим приложение, он на него посмотрит. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем просто запустить приложение.
Сейчас попробуем вот так. Значит, я ему говорю то, что запусти приложение, используй браузер, проверь, все ли нормально. Чтобы это сделать, сделай несколько скриншотов в браузере. Сейчас. With time delay, да, то есть с временной задержкой 3 секунды. И сделай как минимум 6 скриншотов для каждого проскролленного экрана, потому что у нас же экран приложения больше, чем один, да, то есть там надо скроллить, и чтобы он увидел и верхнюю, и нижнюю часть. Сейчас посмотрим. И давайте вот так вот попробуем. И вот это вот мы заберем вот сюда. О, что у них новое, посмотрите, появилось. Помимо кэширования появился контекст window 200K. Прикол, прикол. А почему? Да, у них вышло обновление. Вчера еще был 3.2.5. Так, safe last used API model when switching between plan and act for users that like to use different models. Ага. Вот, progress blind, the task header to understand and increase cost generation degradation. Прикольно. Так, они добавили контекстное окно, чтобы понимать загрузку и увеличивающуюся стоимость и деградацию при генерации контента. Это, кстати, вот вам инфа. То есть, чем больше мы загружаем с какого-то момента в чат с LLM информация, тем она начинает хреновее соображать. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, что? Угу. Угу. Так. Сейчас. Воу, а что у нас с Vizero Dev? Он что-то завис. Итого, ты починил или не починил? У меня, знаете, какое... Ой-ой-ой, тут что-то ошибок. Все. Скорее всего, мы столкнулись с...
Да. Видите, он относительно быстро вчера нам собрал работающую тему, но при этом в процессе доработок. Так, итого у нас какая-то проблема, с которой он почему-то что-то не может справиться. Ладно, давайте смотреть, что здесь. Так, здесь мы накидали. Угу, 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 угу. Мы ему дали задание, он написал план живого тестирования. Сейчас посмотрим, что будет. Сейчас поглядим. Потому что заметьте, в чем прикол Клайна. Если мы посмотрим вот на цену базовую модели Claude Sonnet, она стоит input 3, 1 миллион токенов входных, $3 стоит. И кэш writes prices, да, то есть кэш записывающий 3,75 за миллион, кэш читающий 0,30 за миллион, а output price 15 долларов. Хотя, блин, какая разница? Тут так не высчитаешь. По идее, вот это вот кэширование, оно немножко экономит. Но, с другой стороны, output в 15 баксов это дико пугает. С другой стороны, мы не просим его слишком много что-то писать. Мы больше заставляем его читать, думать и помнить. Сейчас посмотрим. Так, что у нас? Так, вот видите, у нас что-то обновилось, но оно не обновляется. Так, у нас ошибка какая-то. Что? Сервер, React. Сейчас посмотрим, может у нас появились цены. Но они не обновляются онлайн. У нас совершенно не видно RSI и OBV. У нас нет ликвидации, но ликвидации, к слову, 18-12. Были ликвидации 18-12. Ну, посмотрим. Может, что отразится. Так. Running development. Ну, ты уже это сделала. Сейчас посмотрим, как он будет делать скриншоты. И будет ли он их делать. Наша задача сделать так, чтобы он легко, весело и просто у нас какая-то хрень здесь. Ладно, сейчас посмотрим, что он делает. Что он делает? О, смотрите. А он что-то видит немножко по-другому, что ли? Вы видели, здесь были только что бары.
Давайте-ка проверим. Вот пока этот товарищ сейчас напишет, мы уже здесь, видите, в 17 версии, и все никак не можем получить вменяемого результата. Ну, сейчас попробуем выяснить. Ну и что ты мне тут предлагаешь? Все. То есть на самом деле у нас рабочая история была 7, да? Вот она. Смотрите. 7 работает четко, безошибочно. Так, давайте посмотрим, что он предлагает. Видите? 610. Где ты увидел 610? А, нет, да, вот здесь есть расчеты. Окей, расчеты есть, но не работает онлайн. У нас на самом деле подсчет идет только на одноминутке. На одноминутке. Давайте попробуем так. Price chart. Сейчас мы найдем. Так, что он здесь пишет? WebSocket окей, price chart successfully time scaling. Где ты это все увидел, я не понимаю. Сказки какие-то. Так. Так, ага, вот здесь окей. Угу. Значит, ну, как я и предполагал, придется резать. Да, давайте мы ему так напишем. Раз. Трейдинг волюм. Он смотрит, видимо, я не знаю, как он сверял, видите, indicates function with visible 70 threshold lines. Lines окей, но мы не видим, самого. То есть он тут зеленый. А, вот он. Тут что-то. Нет, это трейдинг volume. RSI где-то тут вот он нарисован, но его совершенно не видно. Так, и давайте мы сейчас сделаем. Так, все накидали, да?
Что за ошибка? Сейчас не разберемся попозже. Так, это. С Total Volume тоже чушь собачья. Потому что какая-то ерунда. Total 55. То есть это Total Net, что ли, Volume он нам рисует или что? Ну, нет, 200. Почему у нас Volume? Очень странно. Здесь что-то происходит, окей. Здесь тоже что-то происходит. Давайте поставим 100. Угу. Почему 105? Не может быть 105 и одна. Сделка, видите, она тормознулась. Почему? Почему? Окей, ладно. Значит, давайте мы скажем. Смотри приложенные имиджи. Так, мы говорим о том, что поправь ОБВ и RSI, сделай их черными, чтобы можно было хоть что-то увидеть. Так, давайте. Что еще? Это раз, значит, я говорю, вот тебе значит, идеально работающая когда-то версия прайс-чарта. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Посмотрите, что делает, а? Ну какого хрена? В самый ответственный момент. Кстати, раньше такого не было. Почему-то они стали рестартиться очень часто. Непонятно почему. Очень странно. Ну да ладно, ждем. И он сейчас ничего не сохранил. Да, и нам, блин, сейчас писать заново. Ладно. Разберемся.
Volume дельта. Да. Так, значит. Мы говорим, проверь математическую логику на net volume, buy volume, вот total volume, buy trades, sell trades. Если все ок, добавь buy, sell trades дельта, то есть дельту между количеством сделок на покупку и на продажу. Добавь покупной объем, добавь объем продажи и дельту объема. Понятное дело, что это вот как бы, хотя это у меня здесь и есть, здесь есть, здесь есть. Net volume, total volume. Что-то не то, да? Net volume, buy volume, sell volume. 29, 35. Но здесь вроде более-менее нормально считается. Здесь это вылетело, видите? Тоже как-то нестабильно. Были у нас ликвидации. 8 нет, не было. Особых ликвидаций более полтоса не было. А знаете, вот у нас тут очень интересная тема. Можно сказать, что раз, два. Liquidations. Где-то. Вот так. Оп. Сейчас мы ему все расскажем и покажем. Volume дельта, да. Продолжаем. Про это мы сказали, про это мы сказали. Так, значит, decent. Нет. Как он называется у нас? Cumulative Trading Volume, да. Нам надо проверить еще, правильно ли вот здесь высчитывается, потому что смущает онлайн трейдинг volume. Да, к примеру, у нас онлайн трейдинг volume нулевой, что неправильно. Что неправильно.
Что неправильно? Так, сейчас это мы более-менее рассказали, да? Это мы рассказали, это мы рассказали, это мы рассказали. А, вот, но, а, значит, это on the screen. Давайте three counts. Добавь справа от, ну, справа на экране, значит, 3 колонки time sales. And for добавь, значит, time and sales, да, то есть сделки, время сделки, ликвидации и order book, ну, стакан так называемый, на плюс-минус, давайте плюс-минус 30%. From price, да, то есть от текущей цены. Дальше, time and sales. Нам что надо? Нам надо, значит, так, значит, with red. Значит, мы говорим то, что раскрашивая все сделки более 50 тысяч и на покупку, и на продажу. Ну, на покупку зеленым, на продажу красным. Значит, значит, раскрась все ликвидации шортов больше, чем на полтос зеленым, да, и sell, и long liquidations. Long liquidations more than 50,000 with red, да, то есть, а все ликвидации более полтоса красным. Окей, это мы сделали, хорошо. Это мы написали, это мы написали. А теперь самое интересное, значит, по... Вот здесь. Значит, главное, чтобы он тут у меня не запоролся.
Что я ему говорю? Я говорю, слушай, вот тебе предыдущая отлично работающая версия чарта. Короче, проверь ее, сравни с текущей, возьми все, что надо, и добавь в текущую. А, Давайте посмотрим, что тут еще хорошо работало. И, скорее всего, date now. Сейчас, знаете, что мне? Да ёб вашу налево. У какого хера ты опять слетел? Вот посмотрите, что делает, а? Слава богу, я начал эту херню записывать здесь. Пром-пром-пром. Ладно, ждем. Так. Ждем, ждем, ждем. Загрузилось. Поехали. Значит, это мы описали, это мы описали. Единственное, что мы не описали, и то, что улетело в трубу, это фотка. Стоп, нормально. Пока видна жива, да? Давайте тык. Заберем. Очень хорошо. Вот сейчас вот так отметим. Раз. Вот так. Мы ему отдали WebSocket. А давайте мы сделаем немножко вообще по-другому. Чтобы не засирать мозг ему. Потому что мы с вами уже вчера видели то, что он тупо может что-то пропустить, упустить. Там и так и до хрена ему информации, и он, скорее всего, все это дело жестко запорит. Поэтому нам имеет смысл. Давайте вот так вот сделаем. Воспользуемся Gemini. Gemini, да, то есть мы сначала price chart сравниваем. Price chart. Я ему говорю то, что сравни две версии и ответь только с разницей.
Так. Так, окей, он нам что-то там насчитал. Теперь нам надо use market data, да, взять. Давайте Binance VS возьмем. Binance VS. Оп. Значит, price chart и осталось use market data сравнить. Уже больше особо нечему там различаться. Что у нас? Тык-тык-тык. Ой, блин, я не так сделал. Я, скорее всего, сравнил одно и то же. Ё-моё. Сейчас. Точно, точно, точно. Ends. Так. Значит, давайте Binance US. Версия 1, а версия 2. Так, где у нас? Вот у нас в сервисах. Вот сервис, да. Так, давайте Binance US сравним, да? Так. Так, тык-тык-тык. Угу. Угу. И теперь давайте последнюю темку закинем ему. Нам надо user market data, да? Оп, оп. Закинем ему. Раз. Верту. Верту. Идем где market data. Market data. Это не здесь.
М, Нет. Вот use market data, да? Берем use market data, оп, и кидаем второй версии. Оп. Угу. Okay. So now check all info from our chat. The main problem is that version 1 of an app retrieves and refresh data online, so I can see price fluctuation and price chart changes online. And instead, version 2, besides that it's really better in error handling and more and provide more valuable data, it doesn't provide online refreshing, and I can only see changes if I go out from browser tab of an app somewhere else, and only when I come back, only after that I can see any changes. And I can't understand why is that. Because version 2 based on version 1, and I can't find that difference that provides in version 1 needed for me online refreshing and online data retrieving. Давайте еще посмотрим, что он. Так, я надеюсь, у нас здесь еще ничего не закрылось. Мы лучше чуть-чуть слегка подготовимся. Возможно, я просто не буду использовать запрос к клайну по поводу того, что там сравни, найди и так далее. Может быть, мы сейчас сразу это... Ага. Changes as they happen, да. Вот он, buffering incoming trade data and valid periodically using. The chart updates are not immediate. Вот. Это, is too long. Ensure that the interval is frequent enough. Process data buffer in Угу.
Вот, кстати, все, супер. Давайте, давайте-ка возьмем вот эту вот историю. И скормим ему, да, то есть у нас здесь что? Version 1, да? Check it with current. Version 2. Check it, давайте вот так вот. Check it. I compared with current version 2. И здесь мы говорим here get Anna and main problem. И тут мы как раз ему отдаем вот эту вот тему всю. Главное то, чтобы он у нас сейчас нахер не пошел с этой темой. Так, ну чего, все, вот такая вот дичь. Да, попробуем ему это все скормить и посмотрим, что будет. Раз. Значит, раз. Дальше мы берем attached, 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 attached. Видите? Давайте copy image. Я могу copy image и чего? Copy image, copy image. Нет, он его не видит, да? Плохо, плохо. Что у нас тут? Давайте, ладно, хотя бы вот это докинем. Раз. А здесь сделаем по-другому. Так и сделаем. Оп. Главное успеть до момента, пока он не отлетел. А то что-то какая-то нездоровая история, по большому счету. Сейчас посмотрим. 2 и 3. Так, ну это мы подгрузили. Да, это мы подгрузили, поэтому нам нужен план. Давай. План и... Опа! Сейчас посмотрим. Он, конечно, сможет вообще отлететь в трубу, потому что инфы просто до херища. Но поглядим. Все, началась загрузка контекстного окна. Хотя, по идее, да, видите, контекстное окно мы сильно прям грузануть. Хотя сейчас посмотрим.
Enhance stack. Contrast by using more distant color stack. Окей, cumulative. Highlight. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Longly. Real time. Так. Тык, 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 тык. Ну, вроде бы пишет как умный человек. Хз, что будет. Давайте посмотрим. Окей, берем вот эту вот темку. Потому что без нее он может жестко все нахер запороть. Да. Вот посмотрите, видите, он тут начал писать time and sales, A. А где нахер А, вот все, извините, сори, вот B liquidation, C, все, без вопросов, молодец. Главное, чтобы сейчас он не запоролся. Почему? Потому что у нас уже 367 тысяч кэша, а это уже практически пограничник. Блять. Что происходит? Вот что происходит? Я не понимаю. Может быть, у меня какая-то настройка по CodeSpace стоит, хотя ее не было, я не понимаю. Экспорт, так. Так, итого. Вот все, что по сути я тут писал, все пошло по одному месту. Так, чего я сделал? Я поменял. Давайте еще разок. Оп. Я поменял. У меня стоял 10 минут. Хотя нет, что я говорю, все нормально. Не, все, сори. Нет, тут сохранилось. У меня стояло отключение CodeSpace через 10 минут, ну, через 10 минут неактивности. Изначально там стоит 15 минут, и, видимо, 15 минут они действительно как-то лучше, потому что вот этой темы с постоянным отрубанием не было. Значит, я просто не замечаю, как пролетают эти 10 минут. Так, тык-тык-тык. Окей, ну давайте. Оп. И потом мы должны перейти в историю Экта. Угу. Есть, правда, подозрение, то, что он, видите, уже улетел Fix Online Calculation. Вот. Proper Time Aggregation. Окей, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что будет.
Так, что у нас здесь интересного произошло? Он смог что-то починить интересно? Или ничего интересного у нас тут нет? Ну-ка, 17 версия. Почему ты... Ну да, видите, визеру дева в принципе хватило вчера, но дальше он уже ничего сделать не может, по большому счету. И поэтому история какая? Вы первично можете собрать что-то на болт. А, кстати, вот. Что у нас тут с болтом? С болтом у нас болт. Ладно, сейчас посмотрим. Вы первично можете собрать что-то либо на Vizero Dev, либо на болте. Давайте сейчас, кстати, вот болт. Помните, у нас вчера закончились токены. Вот он тут все у нас загружает. Сейчас посмотрим, сможет ли он нам что-нибудь предоставить. Предоставить. Так. Это уже творит. Так, ну и чё? И где? О, смотрите. Ай, что? Откуда? Какие-то непонятные ошибки. Ладно, пускай правит. Не будем мешать человеку. What the fuck? Ну да, видите, все. Тут уже какая-то печалька. То есть мы на 7-й итерации Vizero Dev получили нормально работающую историю. Потом уже прошло 11 итераций, и мы так и не увидели хотя бы предыдущий работающий функционал. Это, несомненно, печально. И в этом плане, видите, ну посмотрим, что сейчас сделает Клайн, но далее, получается, может работать только вот Klein, Cursor AI, Windsurf и прочие уже IDE. Хотя там надо тоже смотреть. OpenHands, вот их там великое множество, они там каждый день появляются и так далее. Но посмотрим. В чем прикол, в принципе, код спейсов и VS кода? Потому что помимо Клайна здесь есть еще помощники. У нас есть Aider, у нас есть Continue. И в принципе, они могут... Ну, у нас есть вообще GitHub Copilot бесплатный. И за счет них мы в целом можем кое-как что-то где-то вытянуть. Почему? Потому что порой решение лежит не в... Если вы там несколько раз попробовали что-то сделать и у конкретной модели не получается, то решение может быть не в том, что вы как-то не так что-то спрашиваете, а тупо в необходимости сделать этот вопрос и сделать этот запрос в другой модели. То есть, допустим, порой какие-то темы может решить чат GPT, в отличие от Клода. Порой вместо Клода можно воспользоваться Google Studio, потому что Google Studio очень Gemini 2 очень хорошо, допустим, разбирается с PineScript, при том, что PineScript не тянут ни ChatGPT, ни сложный PineScript, ни Claude. Вот. И порой надо просто пойти в другую модель и задать вопрос, кинуть кусок кода, сказать, слушай, вот здесь проблема. Потому что у Клода, у Сонета есть такая особенность, он любит усложнять. Он прям жестко любит. Он, знаете, как
Он любит усложнять подход, деградируя конкретное решение. То есть он говорит, давай я сейчас там нахероверчу там error хендлингов или еще что-то, еще что-то, а при этом непосредственно саму логику делает, ну, пипец примитивную, типа чуть ли на уровне там вот example logic, что-то поставил и все. Поэтому тут есть такой момент, то что порой ему надо помочь. Вот. К примеру, с питоном у него проблемы с асинхронностью. Он может в асинхронности зарыться моментально и не вернуться оттуда. Поэтому его надо аккуратно в это дело вести и контролировать. Потому что он может вот на Python реально может запороть асинхронный какой-то код, какую-то ошибку и так далее. То есть, если он не может справиться там с третьего, с четвертого раза с ошибкой, то надо каждый раз смотреть, а что он делает, потому что он в попытке, в каждой итерации попытки исправления может тупо вырезать то, что было сделано до этого, потому что существует, по сути, два вида, ну, как вот мы видим. Есть write to file и есть edit файл или edit to file. То есть есть возможность записать в файл, да, то есть новое, а есть как бы изменить в файле. И вот сейчас мы с вами видим то, что это edit to file, потому что он идет построчно по каждой, выделяет красным слева, да, вот здесь слева у нас выделяется то, что он обозначил как область изменения, а справа он показывает зеленым, что он конкретно меняет. Так вот, когда он использует write to file, к примеру, а он его может использовать тогда, когда он ну, просто не одуплился и решил сейчас быстренько все поправить. Он берет вот так вот, как вот сейчас показывает, стирает. Кстати, вот сейчас у меня стирает, интересно, или не стирает, хер поймешь. Сейчас посмотрим. Стирает данные, да, вот просто. То есть он их здесь не пропускает, он их прям реально стирает. И все, и у вас сломанный код. Здесь мы вставили. Видите, он все-таки нет, все-таки добавляет что-то. Окей. То есть здесь у нас изначально было 415, стало 492. То есть, ну, и вот видите, он показывает, что он вставил. Ладно, более-менее хорошо. Так вот, если это не контролировать, он начинает просто стирать куски кода и ставить идиотскую фразу типа previous code staying the same, да, то есть предыдущий код остается таким же. Здорово, только ты его стер, его больше нигде не существует. И вот с этим как раз, ну, пока вот я научился бороться только промптами. То есть ты берешь промпт, берешь промпт конкретный, да, в виде того, то, что ты ему объясняешь, как надо аккуратно что делать. Ни в коем случае вот это вот не вставлять insert the rest of the code here или там previous content remains exactly the same. Вот эту чушь. А писать полностью код без аббревиатур и так далее и тому подобное. И идти построчно. И пока мы видим, что ну, вроде бы более-менее получается. Помимо этого, мы здесь ему говорим то, что сравнивай а, вот, да. А, Каждый раз, когда ты что-то собираешься делать, да, ну, типа, что ты собираешься и куда конкретно вставлять, сравни количество строк в текущем файле, который ты хочешь исправить, с количеством строк после, ну, примерное количество строк после изменения. Если количество строк после изменения меньше, чем ранее, да, дважды проверь твои намерения и как конкретно ты собираешься править этот файл, чтобы избежать удаления текущего кода непреднамеренно. Ну и там типа жди следующего согласования от меня.
Вот, ну и бла-бла-бла, там туда-сюда, пятое-десятое. Еще, кстати, очень прикол есть, вообще дикий. Я даже на гитхабе писал пару комментов. Сейчас проверим. Что-то пишет. Что-то пишет, мы уже около миллиона. Ладно. А, Есть квота сообщения. И квота сообщения, вы ее не замечаете, когда она происходит. То есть вы накидали ему заданий. То есть вот он сейчас может уже идти, допустим, по второй какой-нибудь квоте уже. И в чем прикол? Когда происходит перелимит квоты, а, он что делает? Он в новое сообщение кладет всего лишь 3-5 строчек последнего файла, на котором он остановился, без контекста. То есть в этот момент может произойти как раз вот эта вот херня в виде previous content remains exactly the same. То есть он сразу после того, как переходит во второе сообщение, ну, во вторую квоту, он может начать непреднамеренно ломать код только из-за того, что у него просто отсутствует нахер контекст. И, ну, наверное, ребята там, если как-нибудь дойдут до моего коммента, можешь как-нибудь поправить, потому что с этим столкнулся не только я, но это как бы общеизвестная проблематика. Вот, что в какой-то момент ты вроде ему дал все задания, ему все нормально, он все вроде понимает, и у тебя же на глазах при тебе начинает заниматься херней, начинает просто удалять куски кода, записывая какую-то чушь. В этот момент надо откатывать до последнего состояния, нормального, да, и переходить в следующий, лучше, да, сделал, переходить в следующий новый чат, чтобы лучше в нем сказать, куда им посмотреть, чтобы в себя принять проект, да, осознать его в кэше, и продолжить оттуда, нежели чем пытаться в текущем чате творить, потому что не зря они добавили контекст window, да, которая говорит нам о чем? О том, то, что чем ближе к 100 тысячам, тем начинает становиться дороже взаимодействие, и начинается деградация модели в плане выхлопа отдачи. То есть он, скорее всего, где-то вот здесь поближе к 200 начнет уже прям, может начать нести ахинею. Ну, не ахинею, но много хуже делать, нежели чем он стартовал, делал изначально. Посмотрим. Посмотрим. Так, что у нас? Use Market Data, Use Market Data. Он сейчас Use Market Data что-то долбится. Так, Order Book. Так, он создал Time and Sales, Order Book, Volume Metrics, Liquidation, Debt, Use Market Data, Fix Online, Tick, 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 and Layout. Сейчас посмотрим. Так, что у нас с болтом? Бля, не, болт не может ничего сделать. Несмотря на то, что у нас болт находится без команд, он просто не может исправить ошибку. То есть он нам показывал какие-то огрызочки, но вот сейчас опять слетит, да? О, смотрите-ка. Ха-ха. Что мы имеем? У нас есть переключение, но оно large only. О, прикол. Так, ну здесь понятно. Трейдс. А почему трейдс и трейдс? Здесь трейдс, там трейдс. Хер поймешь. Ладно. Здесь что? Здесь он творит беспредел, да? Окей. Он нам выдал более-менее нормальный дизайн, кстати. В отличие
Ой, от всех. То есть V0Dev дал нам первую рабочую версию, но при этом конченый дизайн. Bolt заточен на предоставление в целом более-менее нормального дизайна. Так, что-то он еще тут нашел. Сейчас посмотрим. Так, что у нас тут? У нас опять началась хрень, как и вчера, вот с этой историей. Давайте. Ну что, здесь что-то у нас происходит, да? Так, нам надо что? Нам надо отсюда забрать FS-Stream. Ну, здесь VSS. Так, здесь ок. Так, что он тут, конечно, нахера вертел. Пум-пум-пум. Сейчас посмотрим. Liquidation пустые. Здесь ничего опять не происходит. 19:32. Так, окей. Time and sales. Time and sales идет. 31. 19:32, 35. Ну вот он не обновляется автоматом, понимаете? 32, 35. Уже 19:34. Девятнадцатое, видите, оно как бы обновляется, но нам надо понять, за счет чего это обновление идет. Где эти буферы стоят. Скорее всего, это в Use Market Data. Давайте попробуем найти. Вот оно в чем дело. Нет, это так, 50, так, это окей. Liquidation thresholds окей. Market condition thresholds. Давайте. Так, сделаем. Max data points. Buffer size.
Где он используется? А, вот он. Time and sales. Set big liquidations. При этом давайте поставим вот так. Может быть 10. Max Data Points где используется? М, м. Причем у нас вроде бы в онлайне. Ну вот, кстати, рекорд, да, chart time frame. Сейчас надо посмотреть, что в онлайне. Но непонятно, почему он все-таки не обновляет. Окей, ладно. Не суть. Не суть. Пока читает. Так, параллельно сейчас попробуем что-нибудь сделать нормальное на уровне болта. Здесь что у нас? Давайте ends и у нас последнее сообщение тут осталось. Надо особо хрен с ним. Вряд ли он заодно справится. Болт что-то в полном запоре.
Ну чего? Вообще печаль. Вообще. Ну, а я этого не вижу. Вы видите, он... О, это что такое? Что за ужас? Он забрал логи. Это... О, господи, это он так пытается проскролить. Да это дичь. Так, что у нас тут? Так, сейчас пускай еще раз попробует, посмотрим. Видите, вот оно обновление. То есть оно какое-то есть обновление. Но что это за обновление? Хер поймешь. Buy. Sell 100. О, сам прикол. Вот здесь он отмечен, тут не отмечен. Давайте-ка мы стартанем новое, потому что нет смысла долбиться с этой историей. Сейчас. У нас есть... Смотреть, что. Так, это четвертая. А вот она. Седьмая. Так, что нам надо? Нам надо... Что-то нам надо... Давайте в Plan Mode. И еще раз сейчас посмотрим, что у нас происходит.
Давайте в части version 1 еще, наверное, докинем ему. Мы ему отдали price chart. Значит, нам надо ему отдать еще use market data. Да. Use market data TS. T6 price chart. Так, price chart TSX. И давайте-ка мы ему use market. Так, use market data, price chart, use market data мы отдали. Вопрос здесь в Binance. Тут есть у нас что-нибудь где-нибудь? Callback, 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 callback. Вот reconnect delay. Давайте вот полтос. Так. Ну, здесь, ладно, 100 поставим миллисекунд. И... Окей, окей. Понг, пинг, понг, пинг. Он отправляет пинг каждые 15. Если понг больше 30, он перерубается. На самом деле, давайте-ка что-то как-то это 10, надо 5, а здесь 2. Ту. Так, с этим ок, use market data, давайте. Посмотрим, что у нас тут. Тык, онлайн. Date now. Use callback. У нас, скорее всего, вот здесь проблема. То, что... Ну, там... Мы здесь какую-то хероту делаем. Сейчас, давайте вот так вот.
timestamp number. И где мы его используем? А мы его, скорее всего, везде нахер используем, да? Chart data. У нас все на use market date. Окей. Значит, давайте вот так раз. Okay, it looks like that we have all time dependencies in use market data .ts file. I attached its code and I want you to respond with all time settings where they are situated in this file, what do they mean, and how exactly what and where should we edit to get online at least for example 100 milliseconds refresh rate for our data to be shown and refreshed on user interface. Совершенно не обязательно общаться с ним на английском, но с другой стороны надо понимать то, что они думают на английском, все коды написаны на английском. И когда ты говоришь с ним на русском языке, по сути, он сначала переводит себе на английский, а русский язык, он получается сложнее, что ли, разнообразнее и менее понятный по командам. Потому что ты можешь поплыть где-то мыслью по древу, и ему надо будет эту херню перевести твою на английский. Он может это не очень хорошо сделать, не очень хорошо понять. И в целом сделать все намного хуже, нежели чем изначально идти на английском. Но с другой стороны, ну, какой здесь workaround есть? Вы надиктовываете все на русском, просите сразу писать на английском. Как только он напишет на английском, вы просите его перевести это на русский. И если вас задание устраивает, то кидайте его ему. Вот. Но диктовать прям сразу отправлять задание на русском такое себе, потому что может быть очень много ошибок. Очень много ошибок. Так, ну что? У нас короткая на сегодня, по сути, задача. Нам надо наконец-таки получить просто вот быструю, быстро получаемую инфу.
Возможно, у нас зависимость а, от базовых таймфреймов. Вот. И может быть нам надо как-то отвязать от periods все получение, все обновление информации. Посмотрим сейчас. И как программу максимум натянуть новый скин. Но что-то мне подсказывает, что нет. Оу, щет. Так, я тогда не понимаю. Похоже. Что это за херня? Так. Последний раз он добавил Team Provider, и у нас появилась нормальная тема. Это очень здорово, потому что теперь можно не выжигать глаза. Но при этом у нас он в дисконнекте находится. Почему? Давайте, ладно, окей. При этом еще у нас есть error, да? Вот этот error, он, да я не помню, я его чинил, не суть. Чего делаем? Делаем следующее. Давайте start new task. Start new task. Проблемы. Так, смотрите, у нас копировать, вставить. HT6, окей. План мод. Ой, секунд. Это на 3. Надо грохнуть этот.
Посмотрим. Пум-пум-пум-пум-пум. М. Так, также мы disconnected. Disconnected. Ну, здорово то, что у нас хотя бы появилась темная тема. Это уже хорошо. Смотрим, ладно. Сейчас посмотрим, что он предложит. Ой, сейчас начнется. Ладно, попробуем. Попробуем. Оп. Оп. То есть на самом деле подготовительный этап для даже первого какого-то изменения лучше потратить $5,
на это дело, но зато он максимально четко понимает, что ему делать. А самое важное, что не делать. Вот. Это лучше, нежели чем пытаться что-то сэкономить. Потому что здесь экономия, тут скупой платит четырежды, даже не дважды. Потому что мало того, что он все запорит, это здесь трата, знаете, какая еще? Это фокус внимания. То есть мне приходится контролировать процесс за слабо контролируемым товарищем. Что ему взбредет в голову, я не знаю на каждом этапе. И поэтому здесь нет такого, что ты просто там, знаете, как рассказывают, там просто что-то написал, он тебе что-то сделал, потом а, какие-то ошибочки, ты ему кинул, он исправил. Нет, здесь это так не работает. Ты ему можешь кинуть ошибки, как я уже говорил, и все пойдет по одному месту резко. Потому что он начнет вычищать старый код, переписывая, затирая его. Поэтому здесь надо, к сожалению, э, к сожалению, следить за ним и контролировать, чтобы он не накосипорил. Мы вот сейчас улетели в какие-то дебри опять тестирования. Не знаю, что будет. Я всего лишь его просил сделать следующее, то что я хочу знать, почему мы disconnected. И не более того. Да, то есть какого хрена, то есть мы не подключились или там что-то оборвалось. Так, default listen, тын чего, running, WebSocket. Should connect successfully. Receive trade data, order book updates. Ну, нормально все. Вот. Мы не подключаемся. А почему? Видите, чего? Reconnection test failed. Кстати, прикольно. Прикольная история. Надо понимать, что я в жизни это все не напишу. Тут какой-то немыслимый объем, вот если посмотреть файлов, немыслимый объем кода, логики, и это мы еще, ну, на самом деле выглядит всё очень просто. Вот, в плане user интерфейса и user value provided это ни о чем. А уже какой-то просто чехарда, блин, из букв и цифр.